Всем большие приветули в субботу. Вот я с утра, видите, наконец-то вспомнила, что у меня есть патчи. Немножко думаю за собой поухаживать, вот потому что кожа, а у меня еще с наступлением лета, ну, скажем так, жары. Или я куда-нибудь еду на море, прям на юг, у меня прям обильно сыпет веснушками. Да, я веснушчатая, вот, и это с детства, и вот такая вот история, и ничего с этим не сделаешь. Мне это, конечно же, не нравится, но что имеем, то имеем. Вот, утром было так-сяк, я все о том же, о наболевшем. Утром было так-сяк, ну хотя бы ветерок. Вот, я сегодня целый день дома, у меня сквознячок, Валерий куда-то уехал, и это, я вам скажу, небольшое даже облегчение, потому что мужчины, они любые какие-то негоразды, любые какие-то проблемы, они воспринимают намного острее, они ноют, они жалуются, в общем, это катастрофа. Я думаю, все вы меня прекрасно понимаете. У меня даже сегодня немножко энергия появилась, чтобы прибраться. Я пыль прибрала, потому что в эту жару, конечно же, ее осела очень-очень прилично. Вот хоть я периодически везде прохожусь, но тем не менее. Вот свою кукурузку, мы ее так называем, на самом деле это юка, под душем искупала, и смотрю, она прям тоже испытала какое-то облегчение. Вот этот вот... Ой, господи, плющ, я его просто освежила, потому что я там уже немножко его там опутала, поэтому не хочу его снимать. Вот. Думаю, цветам тоже, наверное, не просто сейчас. Вот эти вот два, орхидею и кактус, вот ношу постоянно туда-сюда, с окна, вот сюда, потому что там как раз где-то с 10, может быть, раньше, с 9 до 2 солнце вот как раз прям напрямую шпарит, и я боюсь, они хоть и такие, что любят свет, но не до такой степени, поэтому я их убираю сюда. Здесь точно так же свет попадает, но мне кажется, их так не травмируют. Кстати, нужно сейчас вот этот поддон будет помыть. Вот он, мой кактус. Ой, конечно, да, обманчивый он, я вам уже говорила не раз. Такие вроде бы пушистые иголочки, но он так жалит, что на самом деле прям очень чувствительно. Посмотрите, сколько деток появилось. И вот как раз сейчас жара, и они набирают рост. Я заметила, такие прям увеличиваются хорошо. Вот посмотрите, особенно вот этот боковой, да, и вот эти светло-зеленые. Да, видно, что кому-кому, а ему нравится такая... Вот такое лето чудесное. Сейчас поддон этот помою, потому что я вчера их поливала. Уже, в принципе, не скажешь, да? Но вот кактусы летом, если жарко, то раз в 10 дней поливать можно. Ну, конечно, когда не жарко и зимой, то, может быть, раз в месяц, а то и в 2. Это уже у меня опыт есть. Изобретаем всякого рода конструкции. Вот посмотрите, нет слов просто. Хочется максимально... Просто закрыть эту несчастную штору и не впускать сюда солнце. Вчера, кстати, случилась очень большая неприятность. Что-то мне в последнее время со стеклянными вазами вообще не везет. Вчера пришли вот с торгового центра с мужем, когда мы ходили гуляли, смотрю, лежит на столе моя любимая вот эта вот высокая такая вот ваза, да, которая, в принципе, мне очень-очень нравилась. Вот для вот этих вот веточек из-за ветра, видимо, штора ее бросила, и она прям наполовину раскололась. Вот, и, конечно же, ее пришлось выбросить. Очень-очень жаль. Вот такую вчера купила в H&M себе футболочку. Меня привлек цвет. Я люблю такой бледно-бледно-желтый. Вот он как бы
Летом он достаточно так выигрышно смотрится, если еще тело немножко подзагорит. Но у меня, конечно, сейчас не тот вариант, но тем не менее приятная. Все-таки такая футболка именно на каждый день, знаете, бегать там в магазин, туда-сюда, 10 евро стоит. Вот, правда, было бы идеально, чтобы на ней больше не было надписей, кроме той, которая там есть впереди. Но вот, есть, ладно, ее не так сильно прям видно. Она в любом случае такая летняя. Как бы там какой-то там стаканчик со льдом, с каким-то напитком. Ну, в общем-то, ладно, пойдет. Вот забыла достать вчера, я кондиционер взяла. Сначала зашла в магазин профессиональной всякой косметики для волос. И там прям такие цены были неплохие. И на L'Oréal вот эту профессиональную серию. Вот, половину, правда, уже там всего разобрали, но целые цены были приятные. Я хотела взять Redken себе кондиционер для волос. Ну, бренд Redken. И в итоге, представляете, я не могла рассчитаться картой, ну, только наличкой хотела, а у них не принимала наличку. Да, вот такая вот бывает еще история. Поэтому уже, когда мы зашли в Экшен, там Валерыч там что-то себе брал, вот я увидела, взяла такой вот обычный, думала, ладно, в принципе, какая разница, бог с ним. Ну, мои 3 пера, Redken или там Эльсев, бог с ним. Пойдет, лишь бы волосы не путались, потому что не могу рассчитать, выдираю. Так интересно, смотрю, уже прошло больше часа, а мои патчи и не думают ссыхаться, как это было раньше. Это насколько получается сейчас увлажненная кожа, да? Вот смотрите, совершенно вот в первозданном виде. Прошло уже больше, это где-то 1,5 часа прошло. Вот так вот. Есть какая-то и польза все же от этого. Главное, пить много воды, вот, чтобы не было обезвоживания. Это обязательное правило при вот такой жаре. Так, ну все, более-менее свеженько. Все понатирала, все стекло, все горшки, все вот эти вот всякие поддончики. Ну, все вокруг, все поверхности, все натерла, пыль повытирала, подоконники. Мне кажется, прям легче дышать. Хотя ненадолго, 100%, но тем не менее. Так, я в магазин. Мне нужно купить водички, мне нужно купить яйца и марку шоколадку. У нас официально похолодало. Слава тебе, Господи. Уже вчера вечером, уже было значительно, вот уже поприятнее. Ночь вообще была замечательная. Я прям, вы знаете, часов до 3, до 4 лежала в наушниках, слушала музыку, потому что наслаждалась вот этой прохладой, которая вот гуляла. И это прям было вот кайфово на самом деле.
Вот, и по этому поводу я сделала сегодня даже, ну, не укладку, но что-то наподобие. Хотя бы я высушила нормально феном, что-то там подкрутила, ну, как бы не просто так, что ты в полотенце походил, как было, и все. Потом собрал хвост, потому что это бесполезно было. Ты постоянно мокрый, у тебя постоянно все течет, поэтому вот этот узел, что там, как там, уже это вообще было как бы не до укладок, и тем более не до каких-либо макияжей, потому что все смывалось буквально за секунду, все стекало. Вот, я собираюсь сейчас ходить за порошком, потому что у меня накопилась куча стирки, посмотрела, у меня нет именно сухого порошка для обычного белья, поэтому хочу поехать. И что сегодня? И не знаю, нужно будет Марка сегодня обязательно подстричь, потому что у него вот такое вот на голове, я не знаю, там копна сена просто. И в жару я понимаю, что ему было стричься. Ну куда это? Садиться под эти пеньюары, это пытка еще та, я вам скажу, под пеньюаром сидеть в жару, это вообще катастрофа. И даже никакой вентилятор не поможет. Вот. Ну, в общем-то, я не знаю, как-то что-то в течение дня, дела, как всегда, сами себя найдут. А еще, конечно, у нас этому похолоданию предшествовал такой сумасшедший шторм, ураган, что, ну, я там немножко засняла, что, конечно, это было чудовищно после той жары, которую мы испытали, и вот такое потом, то, что нагрянуло, и подумали, насколько природа реально не шутит, и насколько опасно, и насколько это все непредсказуемо, и вообще не смешно на самом деле. А здесь реки текут. За вот эти дни вы бы видели, что здесь было. Это просто, я не знаю, что здесь было. Это, ну, это кошмар. Это просто кошмар. И, видимо, позабивали все стоки. Я поражаюсь терпению этих служб, которые потом все это убирают, приходят. Я вообще не пойму, почему не приедет полиция и, не знаю, этих людей не призовет к порядку или хотя бы не прочитает им лекцию, что делать с мусором, как вообще себя вести в общественных местах. Посмотрите, вот это вот все в мусорках. Вокруг здесь все в мусорках. И вы, ну, я просто в эти часы пик, я здесь принципиально не хожу, потому что, ну, я не знаю, для моей нервы, ну, я не могу на это все смотреть, на это все безобразие. Но вы бы видели, что там творится. Это ужас, бордель полнейшая. «24 градуса на улице», отключили кондиционер в ТЦ, но стены, получается, нагретые, в помещении нагрето, и я вам скажу, очень-очень душно. Вот, и что я вам скажу, для 24, как пишется, довольно-таки жарко на улице. Может быть, потому что асфальт нагрет, дома нагреты. Я не знаю почему, но я думала, будет прохладней. А здесь вообще духота. Кондеры выключили, видимо, они столько накрутили за эту неделю, что... Мама дорогая, вот смотрите, какую красивую сегодня, как это называется, господи. Эти машины уже позабирали. Боже мой, это так, мне кажется, не просто их сюда-туда таскать, выгонять, загонять. Ну, дело хозяйское, как говорится. Так, я за порошком. Хотела, конечно, пойти вот к нам, там за стадионом, там обычно не так разбирают хорошие порошки, как здесь. Но как представила, идти почти 2 километра пешком, а ничего другого туда не ходит, ни на чем другом не доберешься, разве что на велике или на самокате. Но я здесь, в этих условиях движения, нет. Я никогда в жизни не сяду. Я настолько сейчас какая-то медлительная, замедленная. У меня реакция не такая, как была раньше, поэтому нет. Никаких самокатов. Здесь так носятся, что не успеешь оглянуться, уже будешь валяться где-то под деревом. Вот. С какими-то там травмами. Такого мне не хочется. Ой, ладно, будем надеяться, сегодня понедельник, что здесь не так многолюдно, хотя вижу уже, что многолюдно. Так, порошки.
На сегодня уже вторник. У меня немножко голос, не обращайте внимания, приболела. В итоге это все вылезло, эти все сквозняки, на которых я сидела. И вот такой вот хлеб подсушила. Вот, и паштет у нас польский был. Почему-то прям всю ночь мне хотелось. Думаю, вот утром первым делом сделаю себе тост с этим паштетом. Вот кофе сладкий. Вышла я на улицу. Ну, у нас сегодня вообще милота. Посмотрите, все тучами. Люди хоть ожили, хотя бы вышли. Вот, и видно, что нормально себя чувствуют. Но у меня капец. Вот с утра, я не знаю, последствия это чего, я не понимаю. Наверное, всех вот этих сквозняков, которые я пыталась попасть. Потому что воду я не пила никакую с холодильников. Вот, ну ладно. Зато начали повсеместно косить траву. У нас под окнами косят вот этой ручной сегодня, потому что там, понятное дело, много каких-то кустов, вот эта вот махина не проедет. И там уже час такой, блин, такой противный звук вот этот визжащий этой машинки, что даже Марк, невозмутимый Марк, капец, уже начал, елки-палки, трам. Ладно, не бежать не буду, не хочу. Это бегать вечно, как придурок, тут вечно куда-то пытаешься успеть. Один ушел, второй придет. Я вам хочу сказать, что это какой-то вирус ходит. Нездоровый, потому что, очень много людей жалуются на аналогичные симптомы. И у Даши точно так же, ее знакомые. Вот это вот какое-то невозможное ощущение в легких, что они просто забиты. Постоянно хочется кашлять. И кашель такой прям мокрый, знаете, такое ощущение, как легкий переполненный там чем-то. Вот. И вот это вот ощущение, оно какой-то ком постоянно вот этот стоит. Короче, ужасно. Вот. И сегодня у меня все это обострилось. Хуже стало. Так, я уже дома, не знаю, закупка интересна вам, не интересна, ну, покажу, раз уж начала снимать. Мороженое. Вот, это в основном для коктейлей. Коктейли очень у нас полюбились. Потом марку Протеин, ванильный, он почему-то облюбовал, и все, другой не хочет. Потом взяла печенье, вот эти вот именно двойные, поняли? Двойные с каким-то наполнителем, по-моему, с белым. Кремом. Ну, вообще должен быть крем шоколадный. Вот, ну, посмотрим потом. Бывает, вроде бы хочется чего-то вечером к чаю. Потом масло. Такая прям базовая закупка. Сыр, колбаса. Все плюс-минус одно и то же. Потом майонез. Молоко, яйца, спагетти, кетчуп, 2 баночки тунца взяла. Вообще-то вчера были по акции все. А именно на ценнике вот этой граммовки не было. Были там, ну, собственно, он весь был по акции вчера. Я взяла вчера 2 упаковки по цене, допустим, по акции, короче. Сегодня все так и есть. И на месте того, что разобрали, выставили вот это. Вот. Граммовка немножко другая. Видите, здесь 2 банки. И почему-то акцию не выдала. Ну ладно, он вкусный. Как бы, конечно, у марокканцев он дешевле. Ну ладно, уже взяла. Как находка будет. Ладно, хлеб и филе куриное взяла. Филе куриное взяла. Вот. И милку взяла. Все. Я скажу вам, это... еще и воды взяла упаковку. Да. 6 бутылок там в упаковке. Все на 75 евро. Но здесь вот это вот почти 20 стоит.
что вот это вот, собственно, цены растут везде, наверное, каждый день. Мне последние 2 дня, наверное, или 3, хочется 2 вещи. Или шаурму, или крылышек в соусе терияки. Вот, ну, до шаурмы я еще не дошла, а крылышки муж вчера принес. Вот, поэтому я замариновала утром сегодня, потому что вчера забыла на ночь. Вот, и сейчас вот готовлю. Девочки, посмотрите, какая красота. Это, правда, только одна сторона. Я переворачиваю. Я не знаю, если честно, как выпекают. Я так смотрю, в этих грильницах одна сторона, низ все равно остается, ну, сырая. И это даже не то, что там у меня сейчас есть внизу, ну, пекарская бумага. Я когда-то даже без нее пробовала, но низ не пропекается. Я не знаю, может, это от гриля зависит. Может, у меня просто не то пальто. Все. Вторая сторона, и все. Можно будет вкушать.